Привет поклонникам BTS по всему миру. Чингук, самый младший участник BTS, был внезапно замечен улетающим в Лос-Анджелес без каких-либо объяснений. Время показалось невероятно тревожным, а молчание со всех сторон только усилило бурю домыслов. Однако то, что сделало эту тревожную тайну еще глубже для ARMY, стало внезапным и эмоциональным откровением Т. Он намекнул на правду, более сложную, чем кто-либо мог себе представить. Было ли это началом конца контракта BTS, или за закрытыми дверями разворачивалось что-то еще более шокирующее? Вид того, как Чингук уезжает из Кореи в Лос-Анджелес, вызвал шок в фандоме, его шаги казались резкими, почти скрытными, а камера запечатлела его усталое выражение лица, когда он шел по аэропорту. Для фанатов, которые следили за BTS более 10 лет, даже самые мелкие детали значат очень много. Молчание Чингука было оглушительным. Почему сейчас? Почему Лос-Анджелес? Почему один? И, прежде всего, почему казалось, что от публики скрывают что-то большее? Неожиданный ответ Т усилил бурю. В недавнем интервью он произнес слова, которые оставили фанатов безмолвными. Его заявление было коротким, но его эмоциональный тон невозможно было игнорировать. Он произнес правду, которую так долго хранили в тайне, о решениях, которые не так просты, как кажутся, и о моментах, когда даже самые крепкие узы подвергаются испытанию обстоятельствами, о которых никто не осмеливается говорить. Для ARMY эти слова словно кинжал. Это конец контракта BTS или зарождается нечто более темное? Возможность расторжения контракта BTS всегда была деликатной темой, ARMY не хотели с этим сталкиваться. Годами группа была больше, чем просто артистами, они были символом стойкости, единства и надежды. Однако индустрия безжалостна, у контрактов есть срок действия. Многозначительные слова Тэхёна намекают на то, что решение относительно будущего – это уже не отдаленная проблема, а насущная реальность. Может ли внезапная поездка Чингука в Лос-Анджелес быть связана с переговорами, разногласиями или подготовкой к чему-то за пределами BTS? Что делает это откровение невыносимым, так это тишина, окружающая его. Ни Чингук, ни группа прямо не объяснили причину его ухода. Вместо этого ARMY приходится собирать воедино кусочки истории. Короткий комментарий здесь, эмоциональный всплеск там, напряжение, очевидное на публичных выступлениях и мероприятиях. Каждая подсказка складывает общую картину, но вместо ясности возникает только больше сомнений. Намекал ли Т на скрытый конфликт, делал ли Чингук заявление своим уходом, или это было начало чего-то, о чем никто не осмеливался говорить вслух? Спекуляции росли, поскольку наблюдатели отмечали, что переезд Чингука в Лос-Анджелес совпал с ключевыми датами, связанными с долгосрочным контрактом BTS, индустрия развлечений процветает благодаря идеальному моменту, и такой шаг не мог быть совпадением. Аналитики утверждали, что это было больше, чем просто личное путешествие, это был осознанный шаг в рамках гораздо более масштабной стратегии. Раскрытие Тэхёном правды о решении только подогрело эти теории, заставив фанатов задуматься, не стоят ли BTS на пороге серьезного сдвига в своей карьере. Эмоциональную тяжесть этого момента невозможно переоценить. Для ARMY BTS это больше, чем просто группа, это спасательный круг. Мысль о распуске или окончании контракта ощущается как предательство связи, которую они выстраивали годами. Однако честность Тэхёна и его неприкрытый эмоциональный тон также несут в себе чувство уважения. Как будто он хочет, чтобы ARMY подготовились к чему-то неизбежному, чему-то, что может разбить сердце, но с чем нужно столкнуться. Его слова не предназначены для утешения, а скорее для пробуждения. Молчание Чингука остается самой сложной частью этой драмы. Будучи участником, которого часто считали сердцем группы, его отсутствие и отказ объяснять только усугубляют тайну. Поклонники, которые когда-то радовались каждому его шагу, теперь с тревогой анализируют его молчание. Может ли сам Чингук разрываться между решениями, которые грозят перевернуть будущее всех BTS? И если да, то почему высказывается именно Тэхён, а не сам Чингук? Связь между Лос-Анджелесом и мировой индустрией развлечений нельзя игнорировать. Лос-Анджелес – музыкальная столица мира, город, где заключаются определяющие будущее сделки. Отъезд Чингука туда может сигнализировать о важных переговорах, сделки со звукозаписывающими лейблами, коллаборации и даже обсуждение контрактов – все это возможности, скрывающиеся в тени.
Однако отсутствие прозрачности оставило фанатам только одно – страх. Страх перед тем, что означает этот шаг и как он изменит наследие BTS. Откровение Т, возможно, было кратким, но его влияние было глубоким. Его слова имели вес, потому что они исходили от него, артиста, известного своей честностью, чувствительностью и нежеланием прятаться за отполированными заявлениями. Если он сказал больше, чем кажется на первый взгляд, у AR-MUI были основания ему верить. Но верить ему также означало принять суровую реальность. Контракт BTS может быть не таким надежным, как когда-то предполагалось. Разочарование в фандоме было ощутимым, онлайн-сообщество было полно слез, недоверия и отчаянных попыток уцепиться за надежду. И все же среди печали было и осознание, AR-MUI всегда стояли рядом с BTS в любой буре. Но эта буря была другой, угроза исходила изнутри, от решений, с которыми пришлось столкнуться самой группе. И размышления об этих решениях приносят чувство разлуки, которое почти невыносимо. Теперь вопрос висит в воздухе, предупреждал ли Т поклонников о надвигающихся переменах или выплескивал свое разочарование по поводу скрытого бремени? В любом случае, результат один и тот же, фанаты чувствуют себя преданными, растерянными и убитыми горем. Правда об уходе Чингука, вероятно, откроется не сразу, но слова Т уже изменили ход событий. То, что изначально казалось простым путешествием, теперь стало символом чего-то гораздо большего, возможно, даже конца эпохи. Пока не наступит ясность, AR-MUI будут продолжать ждать, наблюдать и надеяться. Но уже пролитые слезы нельзя игнорировать. Т высказался, Чингука больше нет, и тишина вокруг контракта BTS теперь звучит громче, чем когда-либо. Начало ли это конца или мучительное рождение новой главы? Время покажет, но пока мир наблюдает за этим, затаив дыхание, а AR-MUI плачут, и сердце их тяжелее, чем можно выразить словами. Хотя эта история отражает глобальные эмоции AR-MUI, важно сделать шаг назад и проанализировать ситуацию трезво. Большинство историй построены на предположениях, догадках и интерпретациях, а не на проверяемых фактах. В индустрии развлечений это не редкость, даже малейшее действие может породить преувеличенные теории. Идея о том, что отъезд Чингука в Лос-Анджелес сигнализировал о кризисе контракта BTS, никогда не была подкреплена конкретными доказательствами. Без официального подтверждения делать радикальные выводы рискует быть ошибочным. Аналогично, заявление Тэхёна, хоть и эмоциональное, может быть просто отражением карьерных трудностей, а не сигналом к распаду группы. Вырывая некоторые слова из контекста, часто создается убедительная история, но это не всегда точно. BTS сталкивались с подобными слухами бесчисленное количество раз. Каждый раз слухи о распаде группы возникали лишь для того, чтобы тут же развеяться, столкнувшись с доказательствами их единства. Этот цикл сенсационности практически предсказуем. Внезапный шаг или расплывчатое заявление становятся благодатной почвой для драматичных заголовков. В этой статье отражены напряжение и душевная боль, которые порождают подобные слухи, но, по общему признанию, большинство историй построено на домыслах, а не на правде. Международные артисты часто приезжают в Лос-Анджелес по разным причинам, не связанным с контрактами или конфликтами. Записи, совместные проекты, личные проекты и даже просто перерыв могут объяснить переезд. Глобальный центр развлечений, такой как Лос-Анджелес, естественным образом привлекает музыкантов со всего мира. Решение Чингука отправиться туда не обязательно означает кризис. Более того, статус контракта BTS остается спекулятивным, подробности не были обнародованы. Предположение о том, что контракт группы подходит к концу, основано скорее на страхе, чем на фактах. Армии имеют право беспокоиться, но чтобы избежать паники, крайне важно отделять домыслы от реальности. Важно также помнить, что Тэхён, Чингук и другие участники неоднократно подтверждали свою преданность делу. Трудности естественны, но история группы демонстрирует стойкость, преданность и решимость двигаться вперед вместе. Сводить их действия к истории неудач несправедливо. Это подрывает доверие, которое они построили с армией. Урок из этого эпизода очевиден. В эпоху мгновенной информации грань между фактом и слухами часто размыта. Эмоциональные реакции порождают вирусные истории, но без подтверждения истории могут ввести в заблуждение даже преданных фанатов.
Эта статья была написана, чтобы передать эмоциональный накал фандома, однако следует подчеркнуть, что заявления о распуске группы, спорах по контракту или скрытой правде остаются спекулятивными. В заключение, поездка Чингука в Лос-Анджелес не должна толковаться как доказательство расторжения контракта BTS. Точно так же слова Тэхёна не следует воспринимать как завуалированное предупреждение о распуске. Такие интерпретации относятся к области догадок, а не фактов. Несмотря на сильную эмоциональную притягательность повествования, читателям следует подходить к нему с осторожностью и осмотрительностью. Правда часто проще истории, вокруг которой она построена. Пока нет официальной информации от группы, предположения не следует принимать за реальность.